Привет, друзья! В своих комментариях вы часто спрашиваете, какой же клей использовать для наращивания трубочек, клей ПВА или полимерный клей. Сейчас мы попробуем в этом разобраться. Я в работе обычно использую ПВА Момент Столяр Супер. Он имеет влагостойкую структуру, очень быстро высыхает. И также я использую его для того, чтобы скрепить скрутку на трубочке. После него можно сразу же трубочку красить, и он не расклеивается. Полимерный клей обычно используется для приклеивания потолочных изделий в быту. Но также мы его используем для того, чтобы наращивать трубочки, приклеивать стоечки. Он достаточно быстро скрепляет две поверхности между собой и быстро высыхает. Для начала попробуем их сравнить. Наливаю на салфетку клей ПВА и также полимерный. Теперь сравниваем. Клей ПВА имеет белый цвет. При высыхании, кстати, становится прозрачным и более жидкую текстуру. Он достаточно легко удаляется салфеткой после нанесения, но трубочка может быть мягкой после него, может размягчиться, и это минус его. Полимерный клей, он имеет более вязкую структуру, прозрачный цвет, что плюс. Очень быстро схватывает две поверхности с друг другом, быстро высыхает. Это однозначно плюс. Из минусов что могу сказать? При высыхании остается на трубочке и не так легко удаляется салфеткой. То есть надо очень быстро вытирать его. Это вот такой небольшой минус. Поэтому я бы отдала предпочтение полимерному клею при соединении трубочек, потому что так получается, что наша трубочка вот в этом месте не будет размягчаться, и когда пойдет дальше в плетение загиб, то здесь она не будет такая влажная и мягкая. Сейчас попробуем приклеить обе трубочки. Одну будем приклеивать на ПВА, а другую на полимерный. Клей можно наносить как на трубочку, которую мы будем одевать, также и на ту трубочку, на которую одеваем. Так, капаем сначала один клей. И теперь второй. Когда одеваете трубочку, немножко проворачивайте. Излишки клея удаляем. Можно воспользоваться влажной салфеткой. И вот в этих местах прижимаем. Теперь рассматриваем поближе. Вот этот мы скрепляли полимерным, а это клеем ПВА. Особой разницы, конечно, здесь нет. То есть обе трубочки хорошо скрепляются. Если учесть, что клей ПВА у меня влагостойкий, он тоже достаточно быстро скрепляет две поверхности. Если вы используете обычный ПВА, то он будет немножко дольше высыхать. Вот эта трубочка, она вот здесь более мягкая, как я и говорила, вот в этом месте. И здесь при дальнейшем плетении могут быть заломы. А вот эта трубочка, она более жесткая, здесь она получается более ровная. Когда мы начинаем плести, то есть сейчас мы будем смотреть. Так что мой фаворит это полимерный клей, я буду его использовать. А чем пользуетесь вы, это уже выбирать вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы пользуетесь, какой клей предпочитаете, и поделитесь своими секретами соединения двух трубочек. Я буду очень рада любым отзывам.
И желаю, друзья, чтобы ваши изделия были красивые и плетение ложилось очень хорошо.